Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира российского шоу-бизнеса и чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова. Широкий общественный резонанс получило чрезвычайное событие, которое произошло несколько дней назад в Алтайском крае в районе Чемдарского ущелья. Около горного каньона «Черный Клык» потерпел крушение вертолет медслужбы, на борту которого находились члены антикоррупционного комитета, известнейшие артисты, врачи и экипаж вертолета. Члены антикоррупционного комитета, которые находились на борту вертолета: Руслан Байсаров, актриса Ирина Муравьева, актер Юрий Назаров и певец Михаил Муромов, летели с благородной миссией. Они перевозили в медицинский санаторий Алтайского края тяжело больного сына Кристины Арбакайте и Руслана Байсарова, Дэни Байсарова. К сожалению, для многих этот полет оказался последним. Вчера на Веденеевском кладбище столицы проводили в последний путь экипаж героического вертолета летчиков первого класса Валерия Кормухина и Сергея Миронова, а также двух врачей медицинского санатория Татьяну Лакееву и Анастасию Гвоздикову. Остались живы, но, к сожалению, получили тяжелые травмы Руслан Байсаров, его сын Дэни Байсаров и актер Юрий Назаров. А Ирина Муравьева и певец Михаил Муромов до сих пор числятся пропавшими без вести и, по всей вероятности, в скором времени будут объявлены официально погибшими. В этой трагической истории можно было бы поставить точку и списать аварию вертолета на тяжелые погодные условия в районе Чемдарского ущелья. Однако вчера, благодаря показаниям актера Юрия Назарова, который остался жив, удалось выяснить, что во время полета над ущельем у вертолета практически одновременно отказали два двигателя, что может говорить о возможной диверсии против пассажиров и членов экипажа. Узнав о возможном преступлении против вертолета, руководство антикоррупционного комитета Никита Михалков, актер Александр Домогаров, министр обороны Андрей Белоусов и начальник Следственного комитета товарищ Бастрыкин отправились к месту происшествия и назвали делом чести в самые кратчайшие сроки определить истинную причину трагедии. В первую очередь были допрошены два техника аэропорта в столице Алтайского края, городе Горно-Алтайске, которые проводили плановый осмотр вертолета перед вылетом. Двое мужчин долго не отпирались и сообщили шокирующую информацию. Стало известно, что за несколько дней до чрезвычайного происшествия техникам аэропорта предложили 50 тысяч евро за то, чтобы они умышленно вывели из строя два двигателя вертолета, на котором совершали полет члены антикоррупционного комитета. Ну а самый главный шок наступил тогда, когда стали известны заказчики преступления, которые дали приказ техникам аэропорта повредить двигатели вертолета. Заказчиками преступления оказались публичные личности высших эшелонов власти и российского шоу-бизнеса, а именно второй заместитель мэра города Горно-Алтайска Сергей Степанюк, депутат Госдумы Василий Примаков и российский певец, старший сын Андрея Макаревича Сергей Макаревич, который на данный момент являлся владельцем завода сервиса транспортной техники в Алтайском крае. В результате срочных оперативных работ подозреваемые были задержаны, однако они не дожили до справедливого суда. Во время перевозки арестованных из города Горно-Алтайска в Барнаул, в котором лично участвовали не только охрана, но и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и товарищ Бастрыкин,
произошло непредвиденное событие. Андрей Ремович Белоусов, который является мастером спорта по боксу, а в молодости был призером по вольной борьбе Советского Союза, решил провести начальный допрос с арестованными. Однако во время полета произошло непредвиденное событие. Арестованные представители высших эшелонов власти, включая сына Андрея Макаревича, Сергея Макаревича, понимая, что их не ждет ничего хорошего, попытались перехватить управление самолета и взять власть в свои руки на борту транспортного средства. Чтобы избежать еще более трагических последствий, министру обороны Андрею Белоусову и охране пришлось пойти на крайние меры. В результате конфликта на борту самолета сын Андрея Макаревича, директор завода Сергей Макаревич и второй заместитель мэра города Горно-Алтайска Сергей Степанюк погибли. Они были сброшены с самолета. Третий преступник, депутат Госдумы Василий Примаков, остался жив, но был арестован. Отметим, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и товарищ Бастрыкин, несмотря на руководящие должности, сами часто лично участвуют в опасных операциях и задержании. Надо отметить, что поиски пропавших во время крушения вертолета известных артистов, членов комитета Ирины Муравьевой и певца Михаила Муромова практически закончены в связи с безнадежностью ситуации. На место происшествия до сих пор остаются сыновья Михаила Муромова, некоторые члены антикоррупционного комитета, сын Ирины Муравьевой, волонтеры и местные жители, которые еще не потеряли надежду найти живыми Ирину Муравьеву и Михаила Муромова. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. На данный момент несколько членов антикоррупционного комитета находятся в очень тяжелом состоянии. Это певица Ирина Аллегрова, которая совсем недавно подверглась нападению, дочь Никиты Сергеевича Анна Михалкова и 3 члена антикоррупционного комитета, которые потерпели крушение на вертолете: Дени Байсаров, Руслан Байсаров и актер Юрий Назаров. Все желающие могут присоединиться к коллективной молитве и пожелать здоровья данным артистам. Сыну певицы Натальи Королевой Архипу Глушко, который на данный момент находится на принудительном лечении в психиатрической клинике города Москвы, были предъявлены следующие обвинения. Помимо обвинений в смерти ректора Института культуры и ограблении банка, Архип Глушко обвиняется в финансовом мошенничестве. Стало известно, что еще 2 года назад Архип Глушко организовал незаконные коммерческие и финансовые проекты и обманул более 10 тысяч российских жителей. Однако данное преступление до сей поры было не раскрыто. Сегодня члены антикоррупционного комитета поздравляют с днем рождения своего товарища, члена организации известного артиста Сергея Горобченко. Сергею Горобченко исполняется 52 года. Также в эти дни празднует 47-й день рождения известная российская актриса Мария Куликова. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.